Кармическая задача близнецов. Полный разбор. Привет, друзья! Если вы родились под знаком близнецов, возможно, вы не раз ловили себя на мысли «все быстро надоедает», «все интересно, но до глубины не доходит». Курсы, диалоги, книги, знакомства, идеи – все мелькает как кадры и ничего не оставляет настоящего следа. Это ощущение не случайно. Это не лень, не дефицит внимания. Это кармическая задача вашего знака. Карма – это не про наказание. Это про повторяющийся жизненный сценарий, пока вы не пройдете определенный внутренний уровень. Что такое кармическая задача? Кармическая задача – это не мистическая байка. Это реальность, которую давно описывают психологи, нейрофизиологи, культурологи. Карл Густав Юнг, Станислав Гроф, Берт Хеллингер, Брюс Липтон, Кен Уилбер. Эти авторы по-разному объясняют, но сходятся в одном. Человек живет по повторяющимся схемам, пока не осознает их природу. Кто такие близнецы с точки зрения кармы? Близнецы – это знак воздуха, разума, языка, коммуникации. Но если убрать маркетинговую эзотерику, остается следующее. Близнецы – символ раздвоения. Близнецы – носители поверхностного восприятия. Близнецы – вечные ученики, но не мастера. И именно это делает их карму особенно болезненной. Вы знаете слишком много и чувствуете слишком мало. Вы везде по чуть-чуть и нигде по-настоящему. Вы легко начинаете и столь же легко бросаете. Ваша кармическая задача – перестать быть наблюдателем и стать участником. Как проявляется карма близнецов в реальной жизни? Множественные увлечения, ни одного законченного дела. Гиперактивное мышление, тревожность, скачки внимания. Эмоциональное выгорание от обилия контактов. Жажда новизны, которая уходит через сутки, и страх глубины обязательств серьезности. Психологи называют это ментальной фрагментацией, нейрофизиологи – синдромом скачущего внимания, а мы называем это карма. Задача близнецов в научной формулировке – сформировать устойчивую, целостную личность за счет интеграции разрозненных знаний, ощущений, ролей. Или пройти путь от информационного хаоса к смыслу, от говорящего к понимающему, от знающего к живущему. Что с этим делать? Практические шаги. Молчание как лекарство. Да, парадокс, но именно молчание дает вам возможность впервые услышать свой внутренний голос без шума. Доведение до конца. Любой проект, даже если это уборка, запись курса, прогулка, законченное дело лечит карму. Это дисциплина внимания. Фокус и структура. Один проект вместо 5. Один разговор вместо 10. Одна цель на месяц. Так как будто вы хирург, а не комментатор. Перевод знаний в действие. Знание без действия – это информационный жир. Только прожитый опыт интегрирует все, что вы читаете и понимаете. Выбор глубины. Научитесь не убегать от серьезных разговоров, от конфликтов, от обязательств. Ваша карма в ответственности. Почему это важно именно сейчас? Потому что с 2025 года, 7 июля, Уран входит в знак Близнецов и пробудет там до 2033 года. Кстати, на моем канале есть видео про Уран в Близнецах, очень интересно. Время перемен, просто вы обязаны послушать это видео, посмотреть. Потому что там очень много интересного и рассказывается именно про действие Урана в Близнецах. Это вот эти все время будет период перемен. Так и называется видео «Эпоха перемен». Все изменится. И, кстати, еще на моем канале есть видео, в начале года записано, где-то в январе, про то, что нас ждет в этом году. И там тоже вообще, я смотрю новости и просто вспоминаю это видео постоянно про эпоху перемен. Посмотрите обязательно, очень интересно и для общего развития. А так, Уран входит в знак Близнецов – это эпоха глобальной переоценки смыслов, информации, связи. И именно Близнецы получат первый удар или шанс. У вас будет 8 лет, чтобы научиться мыслить глубоко, а не быстро, говорить честно, а не красиво, жить по центру, а не по краям. Это ваш период, Близнецы, ваш вызов, ваш кармический апгрейд. Или повторение того же, что вы уже проходили. Кто вы без маски Близнецов? Если убрать все социальные маски, кто вы? Без того, чтобы блистать, без роли знающего, без 5-минутных впечатлений, что останется? Ваша задача
не углубиться в тему, а углубиться в себя. Иначе вы всю жизнь будете читать инструкции, но ни разу не соберете конструкцию под названием «Я». Карма как инструкция, а не приговор. Забудьте слово «наказание». Карма – это ошибка в коде, которую вы можете переписать. Но только если вы ее распознаете, если вы признаете, что она существует, и если вы примете решение действовать иначе. Иначе все повторится. Даже в новой работе, в новой стране, в новых отношениях. Потому что карма – это не ситуация, это ваша реакция на нее. Выход из кармы близнецов. Карма говорит, ты должен перестать быть диктором чужих идей. Судьба говорит, ты должен закончить хотя бы один путь. Твоя душа говорит, замолчи, услышь и только потом скажи. Вы не наказаны, вы приглашены. Если вы уже дослушали до этого момента, вы уже начали меняться. Друзья, спасибо за просмотр. Я специально сделал этот подкаст, чтобы не было в рекламе в середине и чтобы вам было приятно слушать. Поддержите канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также можете подписаться на канал в Telegram, где публикуется ежедневный гороскоп. Генрих Яковлевич Жемчужный, практикующий астролог и эзотерик, эксперт по совместимости знаков зодиака. Всем добра, всем связь.